все, давай, Сань. Давай, давай. Че, ты в офисе сегодня? Да, по работе надо остаться. Ну ладно, удачи. Ну, давай, до завтра. До завтра. Блин. Опять что ли пробки выбило? Ужасы зоны. Привет всем обитателям кубического ЧЗО. Если вы смотрите это видео, то новый сезон уже в игре. У нас в офисе какая-то чертовщина просто происходит. Я даже не знаю, как это объяснить. Вот он. Все, мне капец. В зоне творится что-то странное. Байки и слухи о разной чертовщине заполонили бар. Да и сама зона будто предвещает неладное. Сталкерня поговаривает, что она как-то мрачнее обычного, и дело даже не в рыжей листве на деревьях и осенней хандре. Сама погода какая-то другая. Есть подозрение, что всему виной новый осенний сезон под названием «Ужасы зоны». При создании видео патчноута мне действительно было страшно, но о балансных правках чуть-чуть попозже. А сейчас по традиции пробежимся по наполнению нового сезонного пропуска и рассмотрим ключевые награды. 10 уровень — приятная соточка талона второго акта. 50-й — пистолет SR-110. 65-й — брелок амулет свидетеля. 75-й — бронекостюм призрачный охотник. На 100-м уровне уже 200 талонов второго акта. 120 уровень — ПП Орех. На 150-м мы получим целую стопку новой сезонной валюты под названием Оберег. На 200-м расположились жетоны особого кейса. 220-й скин Опытный охотник. Вкачав половину сезонного пропуска, мы получим еще 400 талонов второго акта и походный сейф, внутри которого также есть некоторое количество талонов. 325-й брелок Коготь. 350-й уровень — еще жетоны для халявного открытия особого кейса. Достигнув 400 уровня, вы получите оставшиеся в этом сезонном пропуске талоны второго акта. 425-й контейнер с красками Орнамент охотника. 450-й брелок наблюдатель. Также не стоит забывать и про огромное количество промежуточных наград, которые вы получаете с каждым новым уровнем. Вот их полное количество за 499 уровней. Ну и 500 уровень, я так предполагаю, будущая звезда сессионок, дробовик Панкор Джакхаммер. С каким-то абсолютно ненормальным уроном вблизи, который, благо, имеет достаточно быстрое падение на дистанции. Также в игре обновился ассортимент особого кейса, в котором помимо уже знакомых вам предметов появилась парочка совершенно новых. А именно снайперская винтовка Чейтак М300 и внезапно дробовик КС-12 Камрад. В рамках специального предложения были добавлены новые облики и мотивы. Облик погонщик на Альбатрос Штурмовик, Гордыня на СА-58 СТС, Хорда для Desert Eagle и Падальщик для Кукри, а также мотивы сбой на Альбатрос Перехватчик, Изверг для КЗ-4 и серия мотивов Тронутый для линейки скифов. Балансные правки. Дядь, там не сборку. Ничего себе, у тебя контейнер. Легендарный? Так я же легенда. Да ну. Что, не веришь, что ли? Честное слово. Ой, дядь, не в масти такой контейнер. Давай, снимай. А ты мне осколок. Так он же без регена. Мена. Пошло. Пошло. Держи. А ты чё не на КВ-то, а? Новичок я, бля, не видишь, что ли? Да ну. Ну.
Скажу сразу, правок много. Потрогали кучу контейнеров, брони, артефактов, и в принципе все это дело сейчас работает немного иначе. Мы пройдемся по сути изменений и затронем парочку интересных примеров. Была обновлена система контейнеров, рюкзаков и артефактов. Продлены ветки бартера компактных и громоздких контейнеров, а рюкзаки получили полноценные ветки. Теперь эффективность контейнеров напрямую влияет на силу артефактов внутри. Контейнеры с меньшим числом слотов дают более высокий комфорт при сборке артефактов, а вот более вместительные открывают куда большую мощность, но требуют более замороченного подхода, так как защиты в них меньше. В целом контейнеры стали сильнее, поэтому их получение и стоимость были скорректированы, но количество требуемой сыворотки осталось прежним. Из особо примечательного в игру были добавлены новые топовые контейнеры и рюкзаки. Берлога 6У приобрела легендарный ранг, но те версии, которые есть у игроков на руках, будут заменены на обычную берлогу 6. Астрологи объявляют неделю сообщений от топеров с требованием вернуть букву У их берлогам. Костюмы больше не имеют встроенных положительных и отрицательных свойств, связанных с возможностью экипировать определенные контейнеры. Теперь можно носить любой контейнер с любым костюмом. Учитывая это изменение, пулестойкость некоторых костюмов была скорректирована. Изменения артефактов направлены на расширение вариативности билдостроения. Пресеты некоторых типов артефактов были изменены для лучшей совместимости с новыми сборками и дополнительно были пересмотрены качества артефактов. Для артефактов, которые подверглись серьезным изменениям, предусмотрена компенсация. В таком случае на его иконке появится маленькая звездочка. Всего подобных артефактов 4. Атом, Многогранник, Янтарник и Глаз Бури. Раз уж у них крайне серьезные изменения, предлагаю присмотреться к ним поближе. Атом уже давно являлся исключением в текущей системе артефактов, имея неадекватно большое количество выводов заражений. И в новой системе контейнеров оставлять его таковым было нельзя, зато он получил особое свойство в виде живучести. Янтарник, являясь Т4 артефактом, должен был иметь заражение выше. Поэтому, чтобы не давать ему высокое заражение в 2,5 единицы, было принято решение перевести его в другой тип. Возможность использовать Янтарник почти без контр-артефактов сохранилась. Взамен он чуть подрастерял в своих характеристиках, но теперь умеет контрить термоартефакты. Многогранник имел исключение в текущей системе и все еще имеет одно. Изначально он не должен был иметь пониженного заражения радиацией, ровно как и иметь вывод биозаражения. Глаз Бури. Данный артефакт был недоогрызком вихря и пародией на защитный артефакт. Так как артефактов на скорость в игре уже достаточно, а аналога зеркала у нас нет, было принято решение перевести его в защитные артефакты. Ну и волнующий всех вопрос, что там с осколком? Убрана регенерация, добавлено восстановление выносливости. Подробнее об изменениях баланса, где все циферки, с объяснениями всего, что вообще можно объяснить, вы сможете прочитать в отдельной статье по ссылке в описании. У нашего любимого Арсенала появились новые предложения, надо бы к нему заглянуть. Привет, Арсенчик, как сам? Как джип Nissan, дорогой, как машина езжу. Ты ко мне по делу? Слыхал я, что ты новые пушки стал принимать для улучшения, и не только пушки. Ну, есть момент, туда-сюда. Короче, брат, сегодня же среда. Вот, я притащил тебе фуру ящиков с продовольствием. Показывай, куда выгружать, и рассказывай, что у тебя там новенького. Подожди, родной. Тут такой момент образовался. Понимать надо. Я, сейчас дела делаю по-другому. Чутарик иначе, да? В смысле по-другому? Подожди, я тебе гору лута чисто по-дружески, по-братски занес? Занес. А ты мне что, разворот-поворот? Это ты меня зачем обидеть захотел сейчас? Раньше каждый день недели я принимал определенные, заранее известные всей зоне предметы. Эта схема показала себя несостоятельной. Вообще не с кайфом. Вот принесут мне фуру ящиков в среду, а мне сегодня больше пси-маячки нужны. А все их несут только в воскресенье. Приходится ждать поставки, работа простаивает. Понимаешь? Так принимай все предметы, что ты используешь для работы в любой день недели. В чем проблема? Ой, я тебе место где свободное найду, да? Это мастерская. Мне негде тут ваши фуры хранить. Мне надо получить предметы и сразу их пустить в работу. Поэтому сейчас все будут получать персональные списки того, что мне нужно именно сегодня. Жесткая оптимизация логистических процессов. Слыхала о таком? Ну и что мне делать с этими ящиками? Так, сегодня тебе фартануло. Мне как раз от тебя они и нужны. Не зря тащил. Но в следующий раз смотри, что мне нужно от тебя в этот день, чтобы конфуза не было. И остальным, кого увидишь, передай. Ладненько. Так, а что там за новое предложение? Смотри, значит. Во-первых, я разобрался, как можно улучшить такие пушки, как АУГ-3,
АК-12 и ХК-416. Так они же ветеранского ранга. Да, повозиться с ними приходится подольше, и репутации для них нужно побольше заслужить, чем обычно. Но результат получается вах, что за конфета. Во-вторых, теперь я весы могу улучшать. Врать не буду, с ними пока тяжелее всего. Поэтому их я делаю только для самых близких друзей. Ну, слушай, все-таки для такого уровня дружбы надо не одну фуру занести. Ну вот опять же обидеть пытаешься. Ну что ты как не гость? Какая фура? Дура! Жизнь она широтой друзей, а не кошелька измеряется. А друзья друг друга в беде не оставят, чтобы не подмочить репутацию. Да, есть у меня темки, по которым ни туда, ни сюда. Суета. Не успеваю. Окажи пассивную помощь. Арсену в сердце надолго останешься. Также теперь можешь обращаться к Дросселю. Он может помочь тебе донести до меня необходимые предметы. Ну а так, что еще нового? Вот, короче, чисто для спокойствия души начал пушки красить, над которыми колдовал. В своем авторском стиле. Чтоб каждый знал, кто в зоне механик number one. Понятно, красиво двигаешься, не дать не взять. Ладно, заделай мне, Арсенчик, 416-ю, по старой дружбе, в своем фирменном стиле. Конечно, дорогой. Сейчас все будет в лучшем виде. Да, кстати, так, моментик на поразмыслить. На тихой заводе, короче, пузырь ко мне теперь можно максимум вдвоем прыгнуть. Но это я так, ограничения, короче, поставил. А то этот десант из 5 штурм каждый час меня задолбал. Черта пугают. Он потом под себя ходит, где придется. Почти плавать уже начал. По традиции, с началом сезона нас ждет стартовый набор «Ужасы зоны» с 10 уровнями сезонного пропуска, премиумом на 7 дней и 2 уникальными красочками «Плохие намерения». Также во внутриигровом магазине появились брелочки-счетчики для сессионных режимов. У перекупщика предусмотрена возможность обмена счетчиков открытого мира на счетчики сессионных боев. Хаб событий. При входе в игру вас встретит специальная страница с актуальной информацией, представляющая собой новостной хаб. Здесь будут размещаться патчноуты и различные обновления. Доступ к этому разделу можно получить как с начального экрана выбора персонажа, так и через кнопки взаимодействия в меню игры. На странице событий вы увидите краткую информацию о каждом из них, а также сможете перейти на платформу для обсуждения. Сезонному торговцу теперь можно продать практически все ненужное из прошлых сезонов. Наконец-то у нас в игре появилась переменная кратность на прицелах. Пока что только у 3, но надеюсь дальше больше. Кнопка переключения кратности по умолчанию Page Up. Ее можно изменить в настройках игры под себя. Добавлены звуки дальнего окружения, новая фраза Архонта Зузы в радиоэфире, а также заменена музыка в главном меню. Обновлены звуки выстрелов у оружия КС-1, ПКП Печенек и ЛР-300. А также были обновлены модели некоторых надульников. Прочие изменения и правки. Добавлено отображение стандартного вывода заражений. Также теперь появляются дебафы, которые накладывают заражение. В рамках улучшения игрового опыта разработчики вводят механизм неполного удаления персонажей с учетной записи. Теперь игроки смогут самостоятельно отменять удаление персонажа в течение 3 дней, если передумают. Механизм восстановления после полного удаления остается без изменений. Ну а на сегодня все. Встретимся на сессионке, в упоре, на дистанции не более 4 метров, с джекхаммерами. Всем пока.